Привет, друзья! Вы на канале Каревы Жизнь на Кипре. Сегодня 31 января, последний день января. Еще месяц и будет весна. Но на Кипре уже тепло. Сегодня плюс 14-16, солнечно. И мы уже потихонечку все раздеваемся. Даже мне уже жарковато. Очень классно зашло видео, где я с вами гуляла по Алсанжаку и рассказывала новости с Кипра. Сегодня мы приехали по делам в Гирны и прогуляемся с вами по улочкам Гирны. И я вам расскажу новости с Кипра. Пойдемте погуляем. Мы сейчас находимся, можно сказать, в центре города Гирны. Здесь расположены различные административные здания, различные офисы, магазины. Вот сейчас мы пройдемся, прогуляемся по улочке, и я вам расскажу последние новости и также покажу вообще, какие улицы есть в Гирне. Вот это, между прочим, суд, здание суда. Здесь обычно очень много людей, а вот это желтое, это главная почта. Сюда приезжают все посылочки. Вот, посмотрите, какие здесь здания. Из всех городов на Кипре мне больше всего нравится Гирны. Здесь есть более старые улицы, узенькие, со старыми зданиями, а также очень много уже таких новопостроенных домов, новых районов. И вы знаете, в Гирне есть все. Здесь жизнь кипит. И здесь есть школы, университеты, сады. Все, что необходимо для жизни. В государственных учреждениях, между прочим, могут работать только киприоты. Иностранцы никогда не возьмут в государственную работу. О, впереди идут мои мальчики. Например, в полицию, либо куда-то в суд возьмут только киприота. Это улица, по которой ходят и маршрутки. Отсюда можно добраться за 30 минут на маршрутке, 25-30 до Алсанжака, практически до нашего дома. Так, что я могу сказать из последних новостей рассказать? А могу я рассказать, что у нас наконец-то потеплело. Прошлая неделя была очень холодная, позапрошлая тоже. Но прошлая была вообще очень холодная. Это 8 градусов днем и доходило до -2 ночью. Неприятно, сыро дома, не успеваешь отапливать, ледяной пол, особенно в квартирах соседних никто не живет, все холодное, ледяное. Тут становится зимой все холоднее и холоднее, и как-то поменялся климат. И вы знаете, если в прошлом году температура воздуха была не ниже плюс 15 зимой, то сейчас плюс 7. В этом году зима на 7 градусов холоднее среднестатистической нормы. И вот у нас наконец-то тепло. Я посмотрела прогноз погоды, больше холода вроде бы не будет, а будет только тепло. Будет плюс 18 на этой неделе. Поэтому надо усиленно тренироваться, готовить свои фигуры к пляжному сезону. Он на Кипре может наступить в апреле. В прошлом году я ходила в апреле уже в шортах, и 15-16 апреля мы первый раз искупались. Вот, Гирны, Лапта, Алсанжак. Маршрутка 15 лир, это 1 евро. Ходит каждые 5 минут, и он проходит через весь Гирны
и вы оказываетесь в Алсанжаке. Так, здесь у нас расположены аптеки. Гирны такой типичный курортный южный город. Естественно, здесь тоже разная такая архитектура, построены, конечно, здания абсолютно разные. Какие-то и небоскребы, и в то же время и маленькие заброшенные, такие маленькие домики, не заброшенные, ухоженные, здесь заброшенных нету. Здесь очень дорого быть заброшенному дому. Здесь каждый дом в деле, потому что дорогая земля, дома построены прям друг на дружке. А вот это центральная больница. Сюда можно обратиться любому человеку за первой помощью. Такая это больница, как скорой помощи. В воскресенье, помню, Богдан упал, ударился, и мы ему приезжали сюда делать снимок. Нас бесплатно приняли. По-моему, 30 лир мы заплатили. Или не заплатили. Ну, вот что-то в районе этих денег. Хотя у нас страховка была. Просто мы уже быстро, мы не ждали, пока все эти дела. Долго там связываться по телефону. Нам надо было экстренно. Ну, слава богу, все хорошо, обошлось. Вот видите, в Гирне какие пробки. Эта улица очень такая, ну, не скажу, что многолюдная, но автомобилей здесь много. Магазины. Вот кажется, такой, да, небольшой какой-то ларек. А внутри заходишь, там прям как супермаркет. Мне вот это всегда удивляло на Северном Кипре. И ассортимент будет вообще огромный всего. Мы туда не пойдем. Я вам просто показала магазин. Посмотрите, на Кипре деревья стоят без листиков. На многих деревьях листья опали. Тоже меняют листву, как и в наших странах. Через месяц начнут уже тут расцветать цветы. А это, кстати, ТАПУ. Здесь это земельный кадастр. Здесь регистрируют договора купли-продажи. Вот если вы приобретете недвижимость, мы придем сюда. Здесь есть хороший один человек, который вам зарегистрирует. Ну, либо вы обратитесь к юристу, которого мы вам посоветуем. В общем, здесь расположены все государственные на этих улицах учреждения. Очень много. И больницы, суды, и регистрация и так далее. Много-много всего. Вот посмотрите, сколько мы с вами идем, а здесь уже столько маршруток проехало. Они ходят каждые 5 минут, а то и еще меньше. Очень удобно ездить на маршрутках. У меня дочка ездит на маршрутке, перемещается. И я за это вот люблю Гирны и Алсанжак наш, что здесь не где-то на отшибе живешь, а живешь полноценной, нормальной, комфортной жизнью. Ну да, здесь шумновато. В Гирне я бы не жила. Но очень многим людям, кто особенно один, без семьи, или кто именно работает, ему надо на работу, вот он в Гирне работает, тому, конечно, здесь очень удобно. Как таковых парков здесь нет. Есть такие небольшие, но я даже не назову это парком. Такие небольшие аллеи, где может стоять детская площадка. Так, сейчас попробую перейти дорогу. Здесь, обратите внимание, здесь нету таких мест, частых пешеходных переходов, где надо переходить дорогу. Здесь люди переходят дорогу, можно сказать, где хотят. Что я вам расскажу из последних новостей? А именно, цены в магазине плавно повышаются. И на рынке тоже. Курс доллара на сегодняшний день 13,6 лир за 1 доллар. А цены все равно поднимаются. То есть лира уже так к доллару относительно остановилась расти. Но цены на товар, конечно, повышаются. Дефицита товара я не наблюдаю. Все есть.
Вообще на Кипре, я вам скажу, можно купить практически все. Вот тут, говорит, нету свинины. Я поехала в «Три медведя», купила шикарную шею, приготовила мяско вкусное. Там колбаски, кто хочет, сосиски, селедка, все продается. Пельмени. Также есть тут различные рестораны с русской кухней. Очень вкусный ресторан «Базилик» в Алсанжаке. Также сейчас открыли дринк-бар «Три медведя» в Алсанжаке. Есть вот недалеко от этого места русский ресторан «Сава», «Сова», правильно. Ну, в общем, русскому человеку можно где-то здесь и борщ покушать, и прочую привычную еду. Ну, кухня, мне их не нравится. Они очень... У них все перченое, все в кляре, жирное. Они как-то умудряются иногда испортить даже, ну, рыбу, да? Казалось бы, как рыбу можно испортить? Но они умудряются ее пересолить, переперчить, чего-то там еще. Вот, в общем, улица, которая проходит, можно сказать, через весь Гирны. Она узенькая, ну, до середины Гирны точно доходит. И она связывает дорогу Азанкой-Читалкой, Даганкой с Гирны. Жизнь на Кипре неспешная. Даже машины здесь едут не быстро. Здесь нету такой вот манеры обогнать, опередить. Все тихонечко гуськом, друг за дружкой, не спеша едут. О, видите, пешеходный переход. Я даже перейду. Это дефицит, пешеходный переход. Множество ресторанчиков, где можно позавтракать, попить кофе. О, все машут, мне все машут. Здесь настолько вот народ любит, когда их снимают. Они будут вам махать. О, видите, какая-то кондитерская. Какой ассортимент. Но я вам скажу, что выглядит вкусно обычно, но по вкусу мне не нравится. Вот шикарная пахлава, вот это просто мега-супер классная, да, там фисташковая. Но масляные торты, ну, мне не нравятся. Эклеры, но они невкусные. Они нет такого сливочного вкуса натурального, как мы привыкли. В общем, мне десерты здесь не нравятся. Хотя они красивые, но на вкус найти десерт вкусный очень большая редкость. О. Кстати, Кипр славится, как и Турция, это всякими кебабами. Смотрите. Ага. А также можете покушать. Вот тут, кстати, уже все поели. Семиты. Видите? Все поели. Ничего не осталось. Если вы думаете, что вы приедете на Кипр, и у вас будет красивая фигура подтянутая, то вы ошибаетесь. Потому что здесь все очень много. Здесь всего очень много вкусного. Ну, настроение у людей в целом позитивное. Все спокойно на Кипре. Все стабильно. В Багдаде все спокойно. Но будет еще лучше, когда придет весна. Самое лучшее время, это вот начинается с марта и по июль. Будет шикарное время. Я его очень жду. Видите, мотоциклисты все просто мне машут. Я тут иду. Здесь настолько вот позитивный народ. Настолько... Как-то, знаете, на душе тут спокойно и хорошо. И никуда не хочется торопиться. В общем, на Кипре очень позитивный народ. Я хожу, снимаю, а мне здесь все машут. Вон маршруточки. Вот это кольцевая маршруток. Они вот здесь все стоят. И поедут через все Гирну в Алсанжак, через Каранаглу в Лапту. Если кто-то внимательно смотрит видео, наверное, заметили, да, что на Северном Кипре, как я и говорила,
Много дорогих автомобилей в хорошем состоянии, новых. Здесь на количество населения приходится большое количество дорогих автомобилей. Гирна небольшой город. Здесь есть 3 перекрестка главных с круговым движением. Вот их надо запомнить, и все. И, в общем, здесь все очень просто в движении. Сейчас мы с вами пройдемся к улице, где расположены различные ресторанчики. Вот это самый такой центр Гирны. Вот посмотрите, что здесь вообще происходит. Мне напоминает какой-то вот Гирна европейский городок. Ну и такой курорт, ближе к курортному европейскому городку. В Гирне есть тротуары, есть несколько светофоров, но их очень мало. В основном большие перекрестки – это круговое движение. Вот 3 круговых перекрестка здесь, самых больших, есть. Здесь очень много уютных кафе, и они такие, знаете, как вот говорю, незаметные. Заходишь в них, и очень даже здесь уютненько, доступно и недорого, и вкусно. Ну, еда, конечно, такой не на мой вкус. Мне здесь как-то вся еда невкусная, кроме базилика. В каких мы ресторанах не были, вот не знаю, мне не нравится. Ну и есть рыбные рестораны, хорошие калимари, перис. Так, на Кипре у нас много, как я всегда говорила, казино. Вот Гранд Паша казино. Много ресторанчиков. Кафе вон Глория Джинс. Кстати, эти кафе всегда заполнены. Ну вот. Вот эта дорога ведет в Азанкой, в Читалкой, в Сан-Топе. По этой дороге можно уехать из Гирны. Тут расположены разные рестораны, магазины, много всего. Я хочу, чтобы вы посмотрели, кто вот не был в Гирне, не представляет, что такое Гирна, вот посмотрите. Вот хороший ресторан, правда, я тут не была, но по отзывам нравится людям, называется Steak House. Также здесь можно, здесь маленький магазинчик, можно купить и продукты. Пойдемте зайдем, посмотрим, что здесь есть. Ой. Такой ресторанчик. Ну, вы при желании можете купить здесь мяско и приготовить его самостоятельно дома. В основном баранина и говядина. Тут на месте вам приготовят фарш. Вообще во всех магазинах вы покупаете мясо, выбираете кусок мяса, и вам на месте его перекручивают. Мне это нравится. Я стараюсь вот, всегда свежее покупать, свежее мясо. Вот каждый день ходим в магазин, и что-то вот быстренько забежали и купили. Так. Сколько? 85 лир. Свежий фарш, там килограмм был практически. Так.
Также вот на улице столики. Сейчас пусто, но вот у меня спрашивали, почему в ресторанах нет людей. Ну, вы знаете, в будний день навряд ли в ресторанах и в больших городах много людей. А когда курортный город зимой, днем, в будний день, понятно, что не будет людей. Но в выходных все забито и переполнено. У них, у киприотов и вот у всех приезжих, ну, им же хочется погулять. Просто такая традиция куда-то идти. Погода позволяет идти по ресторанам. Здесь в воскресенье, в субботу-воскресенье они переполнены, даже не сезон. А если место вкусное, пользуется популярностью, то вы в него и не попадете. Так, 13.25, 13.5 курс. Вот, доллара. Свежий курс на сегодняшний день. Конечно, людям, которые приехали из Москвы, из Питера, ну, из больших городов, со столиц, тому кажется Гирны маленьким городочком, полудеревней. Потом к нему привыкаешь к этим размерам, и он кажется абсолютно нормальным городом. Но здесь, конечно, шум, гам. Сейчас как-то на удивление понедельник утро, людей очень мало, все пусто. А вообще здесь очень много людей везде. А летом вообще тусовка. Смотрите, вот какие красивые там горы. Гирна прекрасно подходит для жизни. Если вы любите шум, город, если хотите немножко поспокойнее жить, то выбирайте для жизни пригород Гирны. Если хотите купить либо апартаменты, либо снять, либо виллу купить, надо покупать в пригородах. Цены более дешевле. Это район Алсанжак, Лапта. И более дороже это вот, Глория Джинс. Любят ходить сюда киприоты, девчонки. Более дороже это Азанкой, Читалкой, Дремит. Такой оригинальный дом. Фиолетовый. Очень спокойно, безопасно здесь. И конечно, климат, погода приятная. Вот люди ходят в шлепанцах и в рубашках. Кстати, ответьте, почему африканцы ходят всегда в шлепанцах? Они всегда ходят, теплые носки одевают на шлепанцы. Это вот у них какой-то тренд. Или потому что они привыкли босиком ходить. Не понимаю. Это интересно, я так наблюдаю. Давайте зайдем в хорошее кафешко. Я вам покажу, что тут есть, кстати. Тоже такая кофейня. Здесь количество... На Северном Кипре большое количество кофеин. Где можно прийти, покушать тортики. Ну вот на вид они вкусные. А как на самом деле? Надо пробовать. Еще я здесь не была. Но здесь уютно. Смотрите. Мне нравится, что в ресторанах всегда хорошая мебель. Очень уютно, красиво. Они не скупятся как-то на мебель. Уютная, кстати, кафешка. Тут мы еще не были. Сейчас пойду своих найду, и, может быть, мы сюда зайдем, попьем кофе. Вот, запоминайте, хорошая кафешка возле круга. Дорога, которая идет в Азанкой. Вот этот ресторанчик. Очень уютно, называется Аванти. А вон и маршрутка снова.
На Северном Кипре есть все, главное – деньги. Здесь можно купить без проблем, выбрать за один день любой автомобиль, любой ценовой категории. Переполненные автосалоны с дорогущими автомобилями и большой ассортимент по 50, по 100 тысяч фунтов и более. Большое количество ресторанов, магазинов. Есть какой-то дефицит брендов, как я говорила раньше, видео оригинальных определенных марок. Ну, их можно заменить другими. Ну, либо у кого есть шенген, съездить на южную часть. В общем, были бы деньги. Здесь можно хорошо жить. У кого есть пассивный доход, либо бизнес онлайн, кто работает на удаленке. Кипр – прекрасное место для того, чтобы растить детей, учить их в школе, в британских школах, учить язык. Ну, также в университеты поступают. Ребята приезжают, нравится. И очень классное место для людей 50+. Мне кажется, наилучшее. Экологически чистая страна, недорого, спокойно.